I believe in the evil in human nature. This is a wicked world. In a wicked world, wicked people are born. Учительница изнасиловала и убила 8-летнюю девочку прямо в церкви. Убийство Сандры Канту. Небольшой городок Трейси в штате Калифорния жил своей тихой, размеренной жизнью. Днем 27 марта 2009 года 8-летняя Сандра Канту возвращалась домой со школы и по дороге зашла к соседям, чтобы найти кого-нибудь из друзей поиграть. Когда вечером Сандра не пришла на ужин, ее мать Мария заволновалась. Она начала сразу же обзванивать подруг дочери, но никто не видел девочку уже несколько часов. За поисками Сандры следили все, а итог дела просто шокировал. Кто мог похитить малышку, зачем и где она найдена? Исчезновение Сандры. Сандра Рене Канту родилась в семье Марии Чавес и Даниэля Канту 8 марта 2001 года. Вместе с мамой, бабушкой, дедушкой и 3 старшими братьями и сестрами она жила в трейлерном парке Orchard Estates Mobile Home Park. Отец не жил с семьей. Известно, что Мария и Даниэль развелись и судились из-за алиментов. Девочка училась во 2 классе и, как обычный ребенок, проводила много времени с друзьями. Трейси – городок с населением меньше 100 тысяч человек. Здесь все почти друг друга знают. Да и трейлерный парк небольшой, поэтому родители спокойно отпускали своих детей погулять. Сандра после школы очень часто забегала к соседям в гости, где играла со своими друзьями. День 27 марта 2009 года не стал исключением. Она зашла к другу, где пробыла до 16:00, после забежала домой, чтобы отметиться перед родными, после чего сразу покинула свой дом, сказав маме, что собирается пойти в гости к другу, чтобы вместе поиграть. Когда девочка не вернулась на ужин, мать начала сразу же обзванивать подруг дочери, но ее никто не видел уже несколько часов. Тогда она отправилась на поиски, но это ни к чему не привело. Женщина набрала 911 и сообщила о пропаже дочери. Звонок был зафиксирован в 19:53. Полиция незамедлительно выехала по адресу. Тревожная СМС. Первый патрульный экипаж подъехал к дому Канту уже в 20:00. Дома находилась сама Мария, 3 детей и ее родители. Все они наперебой начали рассказывать офицерам, что с Сандрой точно что-то случилось. Никто не мог поверить, что она просто где-то заигралась. Девочка, которой всего 2 недели назад исполнилось 8 лет, была послушным ребенком и никогда не задерживалась бы в гостях дольше, чем разрешила мать. Переговорив с близкими Сандры, полицейские немедленно приступают к поискам. На фасаде дома Канту находились камеры наружного наблюдения, установленные дедушкой девочки. Отсмотрев кадры предыдущих нескольких часов, полицейские замечают, что малышка действительно покинула дом чуть позже 16:00. Она была одета в бело-розовую футболку с надписью Hello Kitty и черные леггинсы. Всего через 8 минут та же камера зафиксирует похитителя, но об этом станет известно гораздо позже. Все еще надеясь найти ребенка где-то поблизости, патрульные начинают обход соседей. Один за другим были опрошены все жители района, но оказывается, что никто не видел Сандру. Она как будто испарилась. Больше у полицейских не было никакой информации. Поиск не давал результатов, поэтому к помощи по этому делу подключились сотрудники особого отдела ФБР по немедленному реагированию на похищение детей.
Данный отдел может мобилизоваться в любой части США в течение 4 часов. Руководитель группы специальный агент Джозеф Брайн прибыл в Трейси, как только был получен сигнал тревоги. Когда его спросили, какова вероятность, что девочка еще жива, он поделился неутешительной статистикой, по которой спустя столько времени 97% похищенных уже мертвы. Но были еще 3%, ради которых не стоило опускать руки и бросить все свои силы на поиски. В течение уикенда были задействованы собаки, конные команды, квадроциклы и вертолет. Согласно полицейским данным, за информацию по делу было назначено крупное вознаграждение в размере $20 тысяч. Чуть позже его поднимут до 30 тысяч. В районе установили контрольно-пропускные пункты, досматривались автомобили, начали опрос каждого жителя трейлерного парка. Дело осложнялось тем, что Сандра была дружелюбным ребенком и общалась практически с каждым. Для калифорнийского городка Трейси новость об исчезновении ребенка прямо посреди бела дня стала настоящим шоком. Уже на следующий день к зданию местной полиции начали стекаться сотни добровольцев, готовых помочь в поисках. Несмотря на приложенные усилия, первоначальный поиск на местности, длившийся несколько дней, не дал результатов. Ни самой девочке, ни каких-либо вещей, связанных с ней, найти не удалось. Следствие не продвигалось до того момента, когда тетя Сандры не получила тревожное СМС от лучшей подруги, в котором говорилось, что у нее пропал большой чемодан, примерно в то время, когда исчезла девочка. Это могло быть никак не связано, но все же следователи насторожились. Череда подозреваемых. Согласно профилю преступника, который эксперты ФБР составили по делу, разыскивался белый мужчина от 25 до 40 лет с криминальной историей сексуального насилия. В делах подобного плана первыми под подозрение попадают родственники пропавшего человека. Это дело не стало исключением. И если обитатели дома Канту вопросов у полиции не вызывали, то отец девочки сразу привлек к себе внимание. Однако Мария Канту эту версию отвергла. Отец не был близок с дочерью и не проявлял к ней особо теплых чувств, поэтому не мог иметь умысла ее похитить. Так рассуждала женщина, но у следствия было иное мнение. Преступление могло быть совершено, например, ради мести бывшей жене. Дэниела Канту вызвали на беседу. Он вел себя абсолютно адекватно, ответил на все вопросы и предоставил алиби, которое при проверке полностью подтвердилось. С мужчины были сняты все подозрения, а полиция обратила внимание на других подозреваемых. Так сразу несколько человек вспомнили, что в день исчезновения Сандры недалеко от ее дома был замечен фургон с мороженым. Само по себе это не было чем-то странным, ведь в США такие грузовички постоянно ездят по улицам спальных районов, предоставляя любому желающему возможность купить сладостей прямо возле крыльца собственного дома. Дело было в другом. Вместо человека, который несколько лет продавал мороженое в этом районе, люди увидели за рулем фургона незнакомца. По словам свидетелей, он оживленно болтал с детьми, приходившими к нему за покупками, что в свете последних событий показалось им подозрительным. Полиция быстро нашла этого человека, но выяснилось, что он не имеет никакого отношения к преступлению. Мужчина просто вышел на новое место работы в день, когда поблизости была похищена маленькая девочка. Следующего подозреваемого предоставила детективам сама Мария Канту. Женщина вспомнила, что за 2 года до нынешних событий с ее дочерью произошел неприятный инцидент. Они вдвоем находились в местном бассейне, когда один из соседей во время игры с Сандрой внезапно для всех поцеловал ее в губы. Мария тут же подняла скандал и отправилась с ребенком домой. Почему она не стала вызывать полицию и настаивать на привлечении мужчины к ответственности, неизвестно. Соседа вызвали в участок, где он прямо сказал, что действительно испытывает интерес к девочкам от 8 до 10 лет, но это увлечение абсолютно безобидно. Судимость у него отсутствовала.
Свою причастность к исчезновению Сандры он полностью отрицал. В его доме был проведен обыск. ФБР конфисковало 3 его автомобиля, но никаких улик найти не удалось. Мужчину подвергли тесту на детекторе лжи, который он успешно прошел. Предъявить ему было нечего, поэтому полиция отпустила и его. В это же время в 911 поступает звонок, обещающий скорый прорыв в деле. Работники местного мусорного полигона при выгрузке очередной партии мусора заметили в одном из пакетов светлую футболку с надписью «Hello Kitty». Детективы, прибывшие на место в считанные минуты, изъяли одежду, но при проверке оказалось, что футболка была не того размера, который носила Сандра. Мария Канту также не опознала вещь. Помощь оказывали все медиа, размещая информацию в СМИ. Жители городка расклеивали объявления о пропаже, волонтеры прочесывали каждый кусочек земли, а водолазы проверяли ближайшие водоемы. Полиция искала с помощью собак, но след внезапно обрывался, словно девочку посадили в машину и увезли. Тем временем ФБР устанавливало всех лиц, замешанных когда-либо в сексуальных преступлениях с детьми. Список подозреваемых был впечатляющий. Трейлерный парк оказался рассадником зла. Там числились досрочно и условно осужденные и прочие лица с отклонениями в психике. Пока полиция сбивалась с ног в поисках пропавшей второклассницы, ФБР обратилась соседка семьи Канту, Мелисса Хакаби, 28-летняя учительница воскресной школы при местной церкви. Женщина заявила, что должна встретиться с агентами и передать им записку, которую она только что нашла на земле, недалеко от того места, где Сандру последний раз видели живой. Текст на листке бумаги гласил: «Канту в чемодане. Брошена в воду на Бачетти-роуд и Уайтхолл-роуд. Свидетель». В районе 2 улиц, упоминавшихся в записке, находилось несколько водоемов. Туда были немедленно отправлены дайверы. Специалисты проработали на местности в течение нескольких дней, но так ничего и не нашли. Очередная ниточка завела полицию в тупик. Записка была отправлена на экспертизу. Страшная находка. Через 10 дней после исчезновения Сандры в службу спасения позвонил мужчина, представившийся сотрудником местной молочной фермы. Он рассказал, что при плановом осушении ирригационного пруда, находящегося за территорией предприятия, что в 4 километрах от Трейси, на поверхность воды всплыл черный чемодан, перевязанный веревкой. Посчитав это странным, рабочие предпочли поставить в известность полицию. Следователи примчались на место. Застежки молнии были затянуты тонкой белой веревкой. Чемодан был тяжелый. В нем, несомненно, что-то находилось. От него исходил неприятный запах. Они поместили его в специальный мешок и транспортировали к судебно-медицинскому эксперту округа Сан-Хоакин. Когда вскрыли чемодан, то обнаружили ужасающую находку. Тело Сандры в позе эмбриона. Вскрытие показало, что девочка умерла в день исчезновения. На теле не обнаружили явных следов борьбы, лишь царапину на внутренней стороне нижней губы. Эксперт установил, что ее усыпили, а затем задушили. Было кое-что еще. Врач определил, что Сандра подверглась сексуальному насилию неким предметом. Токсикологические тесты выявили присутствие в организме Канту психотропного препарата, который используется для лечения разного рода неврозов. Агенты ФБР решили, что это совершил точно кто-то из близких. Дело перешло в разряд расследования убийства, а шеф полиции Трейси Джанет Тисон отправилась к семье погибшей сообщить неприятное известие. Тем временем агенты и полиция не останавливались в поисках убийцы. Медлить было нельзя. Возможно, он совершит еще одно преступление. Странные соседи. Мелисса Хакаби, 28-летняя, жила по соседству с семьей Канту. Она родилась в округе Ориндж, штат Калифорния. Была матерью-одиночкой, воспитывающей 5-летнего ребенка,
и проживающая в трейлерном парке со своими бабушкой и дедушкой. Ее дочь – лучшая подруга Сандры. Дедушка Мелиссы священник в церкви, а сама Мелисса работает учителем. Позже окажется, что чемодан, в котором нашли мертвую Сандру, принадлежал Мелиссе. Он якобы был украден у нее в день исчезновения девочки, о чем было рассказано соседу и тете Сандры. Тогда на это никто не обратил особого внимания, но после страшной находки детективы решили, что нюансы кражи чемодана необходимо прояснить. Тетя Сандры подтвердила, что когда поиски только начались, ей на телефон действительно пришло сообщение от Хакаби с текстом «Скажите полиции, что у меня сегодня кое-что украли. Я не знаю, важно это или нет». И именно Мелисса отдала записку со страшным сообщением от тайного свидетеля. Так как слова в записке подтвердились, девушка становится главным подозреваемым. Ее решают проверить на детекторе лжи, но Мелисса оказывается в больнице. Она попыталась покончить жизнь самоубийством, проглотив лезвие. Врачи запрещают детективам общение с ней, поэтому распутывать дело предстояло с другой стороны. Эксперты проанализировали текст в записке, и оказалось, что написавший его намеренно пытался изменить почерк и допускал ошибки. Но у Мелиссы оказалось частичное алиби. Когда исчезла Сандра, она находилась одна в церкви и украшала воскресный класс. Записи телефонных звонков доказывают, что она звонила оттуда менеджеру парка примерно в то время, когда пропала Сандра. Тем не менее, агенты обыскивают машину Мелиссы и обнаруживают несколько листов с какими-то заштрихованными словами. Более детальный осмотр записей показал, что на листе было написано «Бачетти, Уайтхолл, вода». Тогда агенты перешли к обыску ее дома. В спальне они нашли блокнот, в котором не хватало одной страницы. Также на нем выявили вдавленный текст с помощью специального оборудования. Он частично совпал с найденной у Мелиссы запиской. Сомнений быть не могло. Это она написала ее. Но зачем? Получить внимание со стороны СМИ? Или, может быть, захотелось мимолетной славы? А может быть, разузнать, насколько близко подобрались сыщики к разгадке? Следствие начало сбор доказательства против Мелиссы. Сыщики расспрашивали ее семью и выяснили, что женщина принимала специальные, назначенные психиатром, препараты. Мелисса страдала от биполярного расстройства, депрессии и чувства тревоги. 3 месяца назад женщина из трейлерного парка обвиняла Хакаби в том, что она увела ее дочь без разрешения. Когда Мелисса привела девочку домой, та вела себя странно. Ее речь была невнятной, она не контролировала свои движения, падала, и ее одолевала сонливость. Мать девочки срочно отвезла ребенка в больницу. Анализ крови показал наличие в ней бензодиазепина. Позже ребенок сообщит, что Хакаби дала ей чашку воды, она была на вкус как лекарство, а после приема воды память проваливалась на протяжении всего дня, и поэтому ребенок мало чего смог запомнить и впоследствии вспомнить и рассказать. Мелисса отрицала свою причастность. Обвинения против нее тогда не выдвинули. Несколькими годами ранее Мелисса была осуждена за мелкую кражу, но вместо тюремного срока суд назначил ей психиатрическое лечение от диагностированной шизофрении. По словам бывшего мужа подозреваемой Джона Хакаби, он знал, что у нее были депрессивные состояния и проблемы с самооценкой, но никогда не мог подумать, что она способна на такое. После их развода Мелисса устроилась работать учителем в баптистскую церковь, где служил пастором ее родной дед, и Джон был уверен, что с ней все в порядке. Она никогда не была склонна к насилию. После устройства на работу она начала зарабатывать хорошие деньги. Следователи надеялись, что в этот раз она не уйдет от правосудия. Им повезло, нашли свидетели, которые ехали на ужин и заметили внедорожник, припаркованный на обочине. Они вышли узнать, все ли в порядке,
и заметили, как из кустов со стороны пруда к автомобилю направляется женщина. Они точно описали Мелиссу и ее машину, но это были косвенные улики, требовались надежные вещественные доказательства. ФБР добилось ордера на обыск церкви. Они хотели найти веревку, которой были обвязаны бегунки чемодана, и удача им улыбнулась. В классе, где преподавала Мелисса, они нашли жалюзи, веревка которых была обрезана, а затем завязана в узел. Повторно отсмотрев записи камеры видеонаблюдения на фасаде дома Канту, детективы увидели, как этот же внедорожник попал в объектив через 8 минут после того, как Сандра вышла из дома. Через некоторое время машина припарковалась у церкви, где преподавала Хакаби. Спустя 1 час 20 минут камера, расположенная вдоль одной из дорог недалеко от церкви, запечатлела, как авто женщины выехало с парковки. Через полчаса эта же камера запишет, как Хакаби вернулась обратно. Именно в этот временной промежуток ее видели вышеуказанные свидетели. Также они искали предмет, которым была изнасилована Сандра, и следы биологических жидкостей. На кухне обнаружили скалку. На одной стороне нашли пятна крови. Предмет отправили на экспертизу, но полиция не торопилась. Следовало собрать как можно больше улик. Через 5 дней Мелиссу отпустили из больницы, и правоохранители установили наблюдение за ее домом. Убийца найден. Через 2 дня, 10 апреля 2009 года, при прослушивании телефона Мелиссы сотрудники ФБР насторожились. Та звонила старшей сестре Сандры и приглашала ее к себе в гости поиграть с дочерью. Полиция опасалась, что подозреваемая может убить еще одну девочку. Полиция тут же помчалась к дому Мелиссы, но девочки у нее дома не оказалось. Не выдавая себя, детективы пригласили Хакаби в участок для дачи показаний. В комнате для допроса ей задавали вопросы, но она все отрицала. Вначале Мелисса вела себя довольно уверенно и была абсолютно спокойна при беседе с полицейскими. Однако в ходе допроса она стала нервничать, а позже вдруг заявила, что это и вовсе не ее чемодан. Через 5 часов ей предъявили все улики. It was an accident. I told you it was an accident. I know it was. Accidents happen. Killer. Она расплакалась и сказала, что никого не убивала. Утверждала, что это был несчастный случай, когда ее дочь играла с Сандрой в прятки. Она нашла ее в чемодане, но она уже была мертва. Испугалась, увезла его и выбросила в пруд. Она не призналась в сексуальном насилии над ребенком. Но следователям было достаточно этих слов и частичного признания, чтобы арестовать ее за убийство девочки, хоть они и были лживы и не сходились с официальной версией. Следователи сообщили семье Канту ошеломляющие новости. Они были в шоке от того, что это сделала мать подруги Сандры. По данным, обнаруженным в домашнем компьютере Мелиссы, эксперты сделали вывод, что преступление было спланировано заранее. Так как в поисковике нашлась информация об убийстве девочки, где ее дедушка поместил тело в чемодан и выбросил в реку. Данные судебной экспертизы стали последней деталью, недостающей в головоломке. На скалке обнаружены следы ДНК Сандры. Шнур от жалюзей церкви сравнили с веревкой на чемодане, и он полностью совпал по размеру, цвету и типу материала. В сумке Мелиссы нашли флакон с психотропным препаратом и рецепт к нему. 10 мая 2010 года Мелисса Хакаби под весом неопровержимых улик согласилась на сделку с правосудием и признала себя виновной в похищении и убийстве Сандры Кенту. Все остальные обвинения с нее сняты, включая обвинения в подмешивании наркотиков и изнасиловании. Арест Хакаби стал полной неожиданностью, как для семьи погибшей девочки, так и для ее родственников.
Это просто невероятно. Со слезами на глазах делилась с журналистами тетя Сандры. 12 апреля 2009 года у стен злополучной церкви, где Хакаби работала учителем, а дедушка Клиффорд Лоулес – пастором, собрались ее родственники. Они описывали подозреваемую как любящую мать, воспитанную в строгой и религиозной среде. Днем ранее отец Хакаби Брайан Лоулес навестил ее в тюрьме, откуда вернулся в сильном душевном смятении. «Мы в шоке», – признался мужчина. «Та молодая леди, которую я видел на пленке, не моя дочь». Лоулес подразумевал запись допроса Хакаби, которую ему показали следователи. Суд и приговор. В ходе тяжелого судебного процесса Хакаби постоянно рыдала и говорила, что до сих пор не может понять, как такое случилось. Она несколько раз обращалась к Марии Канту с просьбой простить ее за содеянное. В своем последнем слове подсудимая заявила: «Я все еще не могу понять, почему я сделала то, что сделала. Этот вопрос будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь». Она знает, почему это сделала, просто никогда не скажет. Нам все равно, я не хочу этого знать. Только больной человек может сделать подобное с ребенком. Мы считаем Мелиссу чудовищем, сказала Энджи, тетя Сандры. 14 июня 2010 года, учитывая особую жестокость совершенного преступления, суд приговорил Мелиссу Хакаби к пожизненному заключению, без права на условно-досрочное освобождение. На свободу она больше не выйдет ни при каких условиях. Прощание с Сандрой Канту состоялось в спортзале школы, в которой она училась. Чтобы попасть на мероприятие, люди начали выстраиваться в очередь у дверей с 6:30 утра. Проводить девочку пришло почти 5000 человек. У Мелиссы Хакаби впереди остаток жизни, чтобы попробовать найти ответ на вопрос, почему она убила ребенка. И пока она его не нашла, окружающие также будут искать причины произошедшего и размышлять о том, можно ли было что-то изменить и спасти Сандру Канту. Дорогие подписчики и гости канала, а как вы думаете, почему молодая мать так жестоко обошлась с чужим ребенком? Что это? Желание привлечь к себе внимание или расстройство психики? Делитесь своим мнением в комментариях, подписывайтесь на наш канал.